Всем привет! Вы смотрите канал Toy House, и сегодня у меня на обзоре вот такая замечательная будет модель массового тепловоза VL80. VL, кстати, знаете, как расшифровывается? Если знаешь, напиши комментарий. Я знаю и скажу чуть-чуть попозже. Так, в общем, выпуск номер 21, где купил, за сколько, все это будет рассказано в видео. Посмотрим журнал, потом перейдем к модели и сравним с VL60 с первой моделью от компании Modemil. Кстати, все очень восхищаются моделью вот этой. Говорят, очень классно получилось. Долго, да, шла, долго я ее ждал, как бы уже обзоры многие наснимали. И я купил одну секцию. А тут, видите, вот прям написано, что для полного комплекта, понятное дело, надо купить две, а то и 3, а можно и 4. Ладненько, открываем, получаем в комплекте вот такую вот открыточку. Красивенькую, можно кому-нибудь отправить, если захотите. Только надо марку приклеить. Так, VL80S. Ну, в общем, массовый тепловоз, электровоз. Я, наверное, там вначале тоже ошибся, да? Мотни. Электровоз. Электровоз, в общем, да. Электровоз. Массовый электровоз, который мы очень... Ну, я практически, может, ежедневно вижу его, потому что недалеко от железной дороги живу, как бы, и видно мне, часто проезжаю мимо. А вы пишите комментарий, часто вам встречается данный тепловоз или нет. Кстати, если это где-то, наверное, я думаю, ну, за Уралом, да, там, по-моему, другая электрификация идет. Там, наверное, может быть и нет этих тепловозов. Но это не точно, могу ошибаться. Так, здесь везде написано, для полного комплекта купите 2, а я говорю, вот, можно 3 даже купить. Видите, как интересненько смотрится здесь на фотографии. Сейчас они в основном ходят не зелененькие, но зеленые тоже можно встретить, редко, но в основном они вот в такой вот серой окраске. И мне кажется, ну такая она уныленькая, да. Вот сейчас, кстати, очень много возвращается таких опять красочных поездов. Они, мне кажется, намного интереснее смотрятся, какой-то, ну, какой-то индивидуальностью обладают. Так, значит, соединяемый электровоз. Год создания 79-й, максимальная скорость 110 км в час. Ну, ты можешь сейчас, кстати, сказать, да я не хочу журнал смотреть, да, давайте сразу к модели. Тогда чуть-чуть перемотай туда и будешь уже смотреть с модели. Так, технические характеристики здесь, ля-ля-ля, все, в общем, вот, можете ознакомиться для полного ознакомления. И давайте обратим мы на фоточку настоящего электровоза, вот на передней части. Тут как бы у модели кое-чего не хватает. Ну, я скажу чуть позже, что. Запомнили? Переходим дальше. Плакатик. Плакатик. Хотя на плакате этой детали тоже нет. А вот еще один. Ну, и здесь тоже нету. Не знаю тогда. Я говорил вот про эту деталь, если честно. Вот колесико. Я говорил про вот эту антенку. Вот эту. Вот. Ее в модели нет. Вот, про вот эту. Ее нету. Ну, я не знаю, что это означает. Если знаете, напишите. Кстати, кабина выглядит вот так вот изнутри. Это место у нас машиниста. А помощник у нас... Здесь находится у нас машинист, получается. А здесь стоит помощник. Машинист, по-моему, сидит. Помощник вроде тоже сидит, но... Как бы все это не точно, я не железнодорожник. Так, Аврора, Вол, 80-ка, Выльник, Ракета, прозвище. Но я знаю, что просто ВЛ-ка его зовут, и все, по-моему, так. Не знаю, я таких названий не слышал. В общем, журнал-то интересный, читать интересно, конечно, его. И вот он, видите, в серой окраске, ну, совсем не то, мне кажется, да, вообще. А это Новочеркасский у нас вокзал идет. История про вокзал Новочеркасский. Ну, в общем, все. И переворачиваем. Что у нас в следующем номере? У нас будет прицепной вагон от электрички R2. И переходим к модельке. Модель у нас запечатанная. Идет вот так вот в блистере.
Очень красивенькая. Сейчас ее распакую и уже детально с вами рассмотрим. Ну что тут можно сказать? Моделечка действительно очень-очень хороша. Просто обратите внимание, вот посмотрите, как сделана прям передняя часть. Очень прям красиво. Есть надписи Декали VL80S. 200 это, наверное, номер его. Ну, очень красиво. А вот это вот VL60. Первая моделька от компании Modimilo из серии «Наши поезда», да? И посмотрите, обратите внимание, как она сделана. И вот наш, так сказать, новый герой. На крыше электровоза просто потрясающая детализация идет. Прям очень здорово. Ну вот от настоящего прям реально можно так, ну если сделать фотки, то не отличишь. Красиво. Очень аккуратненько сделаны у нас шланги тормозной магистрали. Габаритные вот огни. Тоже а-ля из стекла. Прожектор. Но только приемник здесь не рабочий. Кабина машинистов. Масштаб, кстати, 1.87, если кто впервые смотрит. Поручни дверей. Очень здорово. Сцепочка у нас данная подвижная. То есть двигается. Вот так вот выглядит сверху. Задняя часть выполнена более по-простому. Ничего особенного здесь такого нету. Ну и сцепочка тоже, она подвижная. Давайте теперь посмотрим детализацию тележек. Тоже очень классно сделано. Все это сделано из пластика. Колесные пары у нас также пластиковые. Ну, вообще моделька очень зачетная, очень красиво смотрится. Вы как вообще считаете, вот вам нравится или нет? Вообще железнодорожный моделизм, как вы относитесь? Но если вы, конечно, смотрите это видео, наверняка вам данные модели нравятся. Это что-то вообще такое очень интересное. Все-таки автомобили, а вот железная дорога, поезда, локомотивы, мне кажется, вот они прикольные. Ты же их не можешь, как бы, они вроде мимо проезжают, ты не можешь их подойти поближе, посмотреть, вроде как там и ходить по путям нельзя, да, это тебе не машина. А вот так вот, да, ВЛ-очку взял в руки, рассмотрел какие-то детали вот на крыше, там, я не знаю, очень, мне кажется, такой захватывающий, не знаю, такой, ну, для меня, по крайней мере, захватывающий дух события. Купил я его, кстати, за 2200 мне обошелся. Я купил его, ссылочку оставлю в описании. Скорее всего, их, наверное, уже нет в продаже. Но, если что, ссылка все равно будет. Там будет мой промокод, можете воспользоваться. Можете воспользоваться не на эту модель, можете воспользоваться на другую. В общем-то, ну, я думаю, что могут сделать перевыпуск, все-таки, да, выпустить эти модели, потому что, ну, они реально вот классные получились. Вот первая модель, да, такая более простая, даже вот как бы ручки вот эти такие грубые, а здесь так все аккуратно. В общем, Modimilo вышла вообще на новый уровень. Даже покраска, вот покраска, ну, есть тут, вот видите, вот здесь вот есть немножечко. Но в основном, наверное, их все будут чуть-чуть как бы тюнинговать, да, делать более такую дорожную версию, так сказать, конверсию, наносить какую-то пыль, следы эксплуатации. И поэтому, как бы, это, наверное, может быть, в глаза не будет бросаться. Кстати, только приемники сейчас продаются, тоже рабочие, можно будет его поменять. И будет у вас рабочий только приемник опускаться, который будет подниматься. Стоит тоже недорого, по-моему, в районе, может быть, 500 рублей. Рабочий только приемник можно взять. В общем, классная моделька, ребят. Мне понравилось. Скорее всего, если будет такая возможность, докуплю вторую часть. И наверняка наделаю каких-нибудь фоток. Ну, сейчас у нас мороз пока что.
Пока что мороз, а как бы морозы кончатся, обязательно, наверное, сфоткаю его. В общем-то, все. Вот такой вот видос. Если понравился, ребята, с вас лайкос, с меня видос. Кстати, ВЛ — это Владимир Ленин, если кто не знал. Все. Всем пока и всем, самое главное, конечно же, добра.